Выбор Сейран в пользу Акына стал большим разочарованием для Ферита, и у него случается нервный срыв. Акын спрашивает у Сейран, в порядке ли она, и говорит, что на этот раз Ферит поверил. Но Сейран чувствует боль из-за того, что оставила Ферита одного в такой ситуации. Несмотря на то, что сделала это, чтобы спасти Архана, Сейран просит Акына отвезти ее домой. Новая помощница привезла Халису к Архану документы на подпись. Она говорит ему, что страшно волнуется, и является его поклонницей. Входит Латиф и сообщает, что налеты на точки продаж были не только в Стамбуле. Попросив новую сотрудницу молчать, Халис говорит, что люди все равно узнают, и они не смогут это скрыть. «Мы ведь никогда не должны отпускать руки друг друга», — говорит Ферит Суне. «Вы давно уже отпустили руки, сколько всего произошло, и это не может не оставить следов», — говорит Суна. «Да и со мной она тоже не такая, как прежде, но я молчу». Ферит же продолжает думать, что это папа Казым все делает. Вдруг ему звонит дед и рассказывает про налеты на магазины. Далее Халис ага просит Латифа позвать Ифакат и поставить к остальным членам семьи охрану. Сейран приезжает домой, а Казым дает ей бумаги, которые привез адвокат, на подпись. «Чтобы развестись, тебе и в суд ходить не надо», — сказал Казым дочери. Сейран замерла, вспоминая Ферита. «Если ты так будешь продолжать, я не смогу тебе доверять», — говорит Казым Сейран. И та подписывает бумаги и отправляет отцу видео утренней прессы. «Машалла, не сглазить бы! Акын!» — говорит Казым, увидев видео. «Вы что тут, за руки держитесь? Сейчас сплетни пойдут, срочно надо вас поженить и подписи поставить», — говорит Казым Акыму. Халис ага, вызвав Ифакат, распоряжается, чтобы она занялась подготовкой поездки Нукет в Америку. Когда Ифакат начала задавать вопросы, Халис ага говорит, что ей все расскажет Латиф. Сертер запирает Пило в снятом доме. Он забирает у нее телефон и дает новый только с его номером. Также Сертер сообщает, что приедет доктор и проконтролирует ее состояние. А он, сделав свои дела, постарается вернуться пораньше. Пелин говорит ему, что он не может ее тут запереть. Тот отвечает, что он делает это для ее же блага. Ферит и Суна вернулись домой. Их увидел Кайя. Он устраивает жене разборки в комнате. Кайя спрашивает, почему она едет к отцу и даже не зовет его с собой. Далее предъявляет претензии, что она делала с Феритом. Суна запирается в ванной. Кайя рвет и мечет, круша все вокруг. Услышав, как Суна говорит, что не хочет это продолжать, Ферит, придя к деду, слышит, как он дает указание закрыть на неделю все магазины из-за происшествий. «Когда все угомонится, откроем под другим названием», — говорит Халис ага. «Но мы же хотели открыть мой бренд», — сказал Ферит дедушке. «Пусть эта девушка, как ее там, Невра, сдаст помещение другим людям», — ответил тот. Входит Латиф и сообщает, что Архану позволено поговорить по видеосвязи. Архану же говорят, что ему звонят и просят поговорить с близкими. Но Архан совсем не хочет разговаривать.
Служащий тюрьмы говорит, что близкие очень волнуются за него. И, настаивая, дает телефон. «Лучше бы Ферит позвонил», — сказал Архан, увидя отца. «Папа, я тоже здесь», — сказал Ферит и взял трубку. Халис ага просит Архана потерпеть немного. Но Архан говорит ему, что уже без разницы, и он его не простит. После разговора Халис говорит Латифу сейчас же сделать все, что надо, и я пожертвую всем своим богатством. А Фериту велит сейчас же идти и уладить дело с магазином. «Если ты не будешь мне подчиняться, как я заставлю делать это других?» — говорит дед.